Даже далекие от астрологии люди наслышаны о том, что сейчас наступает новая эпоха – эпоха Водолея. Для начала давайте разберемся, что же такое эра или эпоха. Звездное небо кажется статичным и неподвижным. Некоторые астрономические тела и их скопления люди привыкли использовать в качестве ориентиров с давних времен. Однако статичность космоса обманчива. Наша планета вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси. Эти факты общеизвестны. Менее известно широкой публике явление прецессии земной оси. Прецессия означает, что со временем ось планеты меняет угол своего наклона примерно на 50 минут в год. В результате точка весеннего равноденствия также постепенно сдвигается в направлении против хода зодиакального круга. Поэтому из созвездия Рыб точка весеннего равноденствия постепенно перемещается в созвездие Водолея, как ранее она уже переместилась в созвездие Рыб из созвездия Овна. С астрологической точки зрения, каждые 2160 лет на Земле наступает новая эра. Также эти периоды иногда называют эпохами или эонами. Наименование и особенности эры зависят от того, в каком из зодиакальных созвездий в этот период находится точка весеннего равноденствия. С наступлением каждой последующей эры жизнь на нашей планете меняется. При этом изменения касаются абсолютно всего, начиная от климатических условий и заканчивая появлением новых технологий и переменами в отношениях между людьми и даже между биологическими видами. Точного года начала и окончания эона Водолея специалисты сказать не могут. Некоторые астрологи считают датой начала год окончания Второй мировой войны. Есть мнение, что эра Водолея началась в 70-е годы прошлого столетия, и ее рассвет ознаменовался появлением первых компьютеров и первыми шагами к технологии искусственного интеллекта. Большая часть астрологического сообщества сходится во мнении, что переход в эру Водолея завершится в 2021-2023 годах, когда помимо основных планет Солнечной системы в знак Водолея перейдет также Плутон. Закончится эра Водолея примерно через 2000 лет, то есть в 4000-х годах по действующему сейчас летоисчислению. На смену этой эре в соответствии с расположением знака зодиакального круга придет эра Козерога. Астрологи прослеживают историю человечества вглубь веков до эры Скорпиона. Далее знаний историков и археологов недостаточно, чтобы охарактеризовать предшествующие периоды более подробно. Считается, что этот период ознаменовался гибелью существующей ранее высокоразвитой цивилизации, отбросил человечество в развитие на 1000 лет назад, стал причиной потери бесценных знаний. Человечество пришло в период упадка. После катастрофы эпохи Скорпиона люди буквально вынуждены были начать все сначала, выбирая между жизнью и смертью и сражаясь за каждый новый день своего существования. Эон под управлением Меркурия. Тяжелая эпоха труда и поиска путей выживания в суровые тысячелетия ледникового периода. В эту эпоху человечество энергично и творчески училось использовать свою среду обитания. Жившие в пещерах мужчины и женщины создавали острые инструменты из отполированного камня. Солнце, управитель Льва, сыграло огромную роль в жизни человека эпохи неолита. Именно тогда наши предки от охоты и собирательства перешли к выращиванию урожая. По утверждениям астрологов, в пещерных рисунках того времени заметно сильное влияние льва. В это время люди покинули пещеры и стали строить жилища на поверхности земли. Человечество научилось прясть, ткать и заниматься гончарным делом. Наши предки начали выращивать разнообразные сельскохозяйственные культуры и разводить домашних животных. Культивировались ритуалы, связанные с деторождением и поклонением Луне. Эта эпоха отмечена возникновением письменности. Человечество расширило свои интеллектуальные возможности, начав записывать и хранить информацию.
Изобретение колеса создало предпосылки для путешествий и торговли. Эпоха прошла под влиянием энергии Венеры. Вон богатства, торговли, развития рабовладельческого строя, появление первых цивилизаций и империй. Период расцвета Египта, Вавилона, Ассирии и Финикии. Великая древнеегипетская цивилизация с ее акцентом на возделывании земли и новой строительной технологии отражает влияние Тельца. Период воинственности и аскетизма. Формирование зачатков политики, появление письменности и великих переселений народов. Время расцвета римской, греческой, китайской и индейской культур. Это так называемый Железный век, в котором человечество научилось изготавливать орудия из железа. Овен также известен своей воинственностью и агрессивностью. Этот период отмечен возвышением Ассирии и греческих городов-государств, а также завоеваниями Александра Македонского. В конце эпохи Овна воинственный Рим стал самой могущественной из всех ранее существовавших империй. Эпоха прошла под покровительством Нептуна. Связана с развитием религии, в особенности христианства, освоением водной стихии, созданием иерархических структур, расцветом торговли. Эра рыб была периодом разобщенности – политической, религиозной, национальной, расовой, временем в зависимости от норм, установок, догматов. Считается, что эра рыб ознаменовалась рождением Иисуса Христа. В христианстве в большом количестве присутствует символика рыб. В раннехристианских катакомбах сохранились изображения рыбы, несущей на своей спине корзину с хлебами и бутыль вина. В первом веке изображения рыб носили на шее так, как теперь мы носим нательный крест. Из 5 букв греческого слова «рыба» «ихтис» составляется Иисус Христос. Он метафорически называет людей, нуждающихся в спасении, рыбами, а будущих апостолов, многие из которых были прежде рыбаками, ловцами человеков. Много от знака рыб и в христианской философии: милосердие, непротивление злу, молитва, самоотречение, жертвенность. Рыба олицетворяла мудрость, тайное знание, духовное зрение. Весь 20 век был переходным периодом из эпохи рыб в эпоху Водолея. А переходное время всегда напряженно. Рвутся старые символические связи, уступая место новым, еще не оформившимся. 20 век стал веком войн и катастроф, унесшим столько жизней, сколько не уносили войны и катастрофы все предыдущие 2000 лет. Эпоха Водолея будет значительно отличаться от ушедшего эона рыб во всех сферах жизни и развития. К примеру, базовой концепцией предыдущей эпохи было очищение душ через страдания и сострадание, а новой эпохи станет обретение гармонии и личного счастья каждого. Эпоха Водолея, по прогнозам астрологов, относится к числу гармоничных, связанных с созиданием и оптимизмом. От этой эпохи стоит ожидать реализации следующих тенденций. Гармонизация логического и интуитивного мышления с постепенным переходом к господству интуиции над логикой. Создание единого научного пространства идей для ученых, которые будут работать без разобщенности наук, что позволит человечеству совершить резкий скачок в развитии. Изобретение искусственного интеллекта. Духовный рост и развитие заменят собой богатство и материальные блага в роли главной цели каждого человека. Исчезновение интриг, коррупции, злоупотребления властью. Человечество научится жить в глобальном сообществе, где каждый трудится ради общего блага, а сильные помогают слабым. Многие связывают с этим эоном большие надежды, поскольку он олицетворяет гуманность и братство. Некоторые астрологи ожидают, что в грядущую эру отдельные государства исчезнут, и человечество объединится в один народ, не разделенный на национальности. Возможно,
В эпоху Водолея мы достигнем вечного идеала мира во всем мире. Согласно предсказаниям, акцент будет сделан на рядовом человеке, а привилегии богачей и знати станут приметами прошлого. Аристократом будущего станет образованный или преуспевающий человек. Водолей – знак научных знаний и изобретений. Он покровительствует радиоволнам. Сейчас невозможно вообразить, какие фантастические открытия будут сделаны в следующие 2000 лет. Однако астрологи предвещают, что в числе этих достижений обязательно окажутся космические путешествия, совершаемые за пределы нашей Солнечной системы или даже галактики. Водолей – умственный знак. Будущее будет отмечено невероятными интеллектуальными свершениями, заботой об окружающей среде. Новые технологии разрешат проблему истощения энергетических ресурсов и запасов полезных ископаемых. Атомная энергия, электроника, авиация принесут максимальную пользу человечеству. Астрологи относятся к этому знаку с особой теплотой, поскольку он связан с астрологией. Мы уже наблюдаем рост интереса к астрологии на рассвете эпохи Водолея. Астрология будет некой религией нового поколения. В грядущем веке астрология не будет считаться предрассудком или секретом посвященных. Она станет уважаемой наукой, доступной всем. Эти предсказания опираются на положительные качества Водолея. Такие отрицательные качества, как негибкость, вечные колебания, эгоистичность желаний, также будут приметами новой эпохи. Человечество еще не поднялось настолько высоко, чтобы мы могли рассчитывать на появление новой расы, идеалистичной, лишенной эгоизма. Нам также предстоит разрешить серьезные проблемы. Нас ждет перенаселение, грозящее глобальными войнами, голодом и эпидемиями. Мы расточительно используем наши природные ресурсы, лишая нашу планету способности поддерживать жизнь. Наибольшую опасность представляет атомная энергия, которая может уничтожить человечество и, вероятно, саму Землю. В наши дни много говорится о духовном обновлении человечества. Некоторые специалисты считают, что оно наступит благодаря воздействию русского этноса, который максимально совпадает с символизмом Водолея. Основной задачей нашей страны в новую эпоху астрологи называют объединение всех людей в единое государство, отмену всех границ и национальных различий. Материальные ценности потеряют приоритет и заменятся духовными. В итоге человечество должно достигнуть максимального взаимопонимания и гармонии. Эпоха Водолея для России – возможность достойно проявить себя на мировой арене. Интернет можно считать визитной карточкой Водолея из-за сходной символики. Управляет Водолеем Уран, что с греческого переводится как «небо». Небо для всех одно, как и интернет, к которому каждый может подключиться, чтобы черпать информацию или начать взаимодействовать с любым человеком на любом расстоянии. Водолей рушит границы, максимально расширяя возможности. И как воздушный знак направлен на коммуникацию, которая с помощью интернета приобрела новые формы. Еще Водолей связан с коллективным бессознательным, как неким местом, где хранится вся информация обо всем на свете. Еще Платон писал о том, что существует мир идей, он называл его гиперуранией. Вернадский называл это пространство ноосферой, сферой разума. Интернет в каком-то смысле материализовавшаяся модель коллективного разума, платоновского мира идей, воплощение ноосферы в земном варианте. Изобретение интернета изменило жизнь каждого из нас и всего человечества в целом. Все же эпоха Водолея дает надежду. Управитель Водолея Уран – планета будущего. Поскольку в его сферу влияния входит современная наука, изобретения, электричество и гуманитарные движения. Уран также планета воли и бессознательных целей.
мы располагаем шансом построить прекрасный новый мир или потерять все, что имеем. Все зависит от новых водолеев Вселенной. Другими словами, от нас самих.